огромный привет! Сегодня мы с вами поговорим на такую страшную тему, как инбридинг в кролиководстве. Нужен инбридинг или не нужен, приносит он пользу или от него один вред. Ну и в конце видео я вам расскажу о собственном опыте инбридинга и что у меня получилось. Погнали! Инбридинг достаточно, такая вот большая тема для разговоров и достаточно спорная. Одни будут за инбридинг люди, кролиководы, другие против. Я начал собирать информацию, зашел на YouTube посмотреть, что говорят люди об инбридинге. И вы знаете, ничего конкретного я там не увидел. Мальчик 8 лет говорит, что инбридингом заниматься нельзя, хотя он откуда знает. Или женщина, которая занимается кроликами год или полтора, ну она 100% говорит, что инбридинг категорически запрещен. Хотя, насколько мне известно, этим нужно заниматься годами. Не просто, что ты там взял особей каких-то, да, там у тебя что-то не получилось, а через полгода, не, инбридинг там, это плохое, категорически нельзя. Или видел в ютубе ролик, один парнишка, тоже лет, наверное, 25, у него подписчиков, кстати, около 50 или 70 тысяч, и он тоже говорит, что инбридинг категорически нельзя, но какие-то конкретные факты он не приводит. И все люди, ну спасибо тебе, инбридинг это плохо. Ну а где факты, где доказательства того, что его можно или нельзя? Ничего конкретного он не сказал, но тем не менее, вот сразу люди, как говорится, отказались от инбридинга. Вот, что это плохо, это все нельзя. Вот, я пошел немножко другим путем, я отбросил в сторону эти соцсети и стал наводить справки, стал общаться с людьми, которые непосредственно очень много лет занимаются кроликами, они профессионалы, с большой буквы, я могу так сказать. Вот. Они общаются с людьми, которые непосредственно осматривают кроликов, со специалистами, которые дают оценки этим кроликам, они ездят на выставки, ну и так далее, тому подобное. Очень плотно занимаются кроликами, да, не один год, там, десятилетиями. И я думаю, что ту информацию, которую я от них получил, она гораздо более достовернее будет, чем обычные ролики из Ютуба. Вот. И к чему я это? Могу сказать одно. И, вернее, что вся информация, которая сегодня прозвучит, эту информацию я добыл от этих людей, пообщавшись с ними. Вот. И могу сказать одно, что ни одна порода не обходится без инбридинга. Все породы кроликов, они созданы путем инбридинга. Существует две категории инбридинга. Это правильный инбридинг и неправильный инбридинг. Что относится к правильному инбридингу? Это когда берется, вернее, вы хотите от какой-то особи определенный типаж, что-то закрепить. Там костяк, там голову, там я не знаю, в общем характеристики, да, и вы берете самую лучшую особь, самую лучшую, без дефектов, без соплей, без каких-то изъянов, абсолютно идеальную, на ваш взгляд, особь, и подсаживаете его к отцу, к егоному отцу, либо к деду. Ну, на крайний случай, ну, если это самец, если это самка. Если это самец, то подсаживаете, конечно, к матери. Но это реже встречается. Типаж, если у вас мать такая типажная, хорошая, да, то, конечно, к ней можно подсадить и самца. Это называется правильный инбридинг. И после того, как вы получаете от этого потомства, также выбираете, смотрите по типажу, что там вышло, что там получилось. Ну и отбираете лучшую особь. Вот. К неправильному инбридингу можно отнести все остальное. То есть, почему мы думаем, что инбридинг это что-то плохое? Кто-то там сказал, да, у него не получилось. Да потому что это относится, например, к ямному содержанию, когда вы всех кроликов в яму скидали, они там плодятся, кто с кем, кого, чего, братья, сестры и так далее. И от этого получаются кролики могут не расти какие-нибудь маленькие, либо возможно какие-то вылазят уродства, но не такие прям, что 5 ушей или 6 лап, там, я не знаю, хвост там до ушей, там, нет.
И как они мне объясняли, что в первом, во втором поколении, возможно, вообще ничего не вылезет, это хорошая мяска, ну а в дальнейшем, если спаривать бесконтрольно, непонятно кого, с кем, сопливых там, хромых, косых с другом, тогда, конечно, возможно, что-то где-то в генетике перебьется, и вы вместо того, чтобы закрепить какой-то определенный типаж или характеристики кролика, закрепляете вот эти сопли, вот эти различные увечья и так далее, что впоследствии потом очень трудно будет выводиться. Вот это неправильный имбридинг. И люди, которые в деревнях в основном, да, вот у них есть там несколько кроликов, там сестры, братья, они между собой скрестили, получился там непонятно что, они, ой, не, имбридинг, да вы что, это все, это страх и так далее. Нет, главное этим, если вы занимаетесь имбридингом, это делать правильно, и все у вас будет хорошо. Почему-то многие считают, что зубы, вот, которые вылазят у кролика, да, это от имбридинга. Могу вам со стопроцентной уверенностью сказать, пообщавшись со специалистами, что это 100% не от имбридинга. Я не знаю, почему люди так думают, кто им такое сказал. Никто из них не возил кролика на анализ, не сдавали анализы, чтобы подтвердить, что это именно из-за имбридинга, да. И, кстати, есть такие случаи у моих знакомых, вообще разные кролики, не имбридинговые, вроде казалось бы, но зубы-то вылазили. То есть это точно не из-за имбридинга, хотя все почему-то упорно хотят это впихнуть в имбридинг. Нет. Вот, даже у немцев, если мы возьмем, да, например, Европу, у немцев очень развит этот имбридинг. Они могут вам, например, продали потомство через год, через полтора, они обратно забирают этого самца, чтобы закрепить со своим. То есть делают имбридинг, и у них очень развитый имбридинг, и все кролики, которые приезжают к нам оттуда, они практически все имбридинговые, все характеристики, они все это закрепляют, поэтому бояться имбридинга, ну, я бы, например, не стал, но навязывать свою точку зрения, говорить, что имбридинг это хорошо или имбридинг это плохо, я бы не стал. В любом случае выбирать вам, делать его или не делать. Я, кстати, сделал, но не могу сейчас вам показать именно, что у меня получилось, так как, когда я делал имбридинг, когда я только заинтересовался этой темой, у меня еще YouTube канала не было, вот кролика сейчас нету. Но могу сказать одно, кролик получился, на мой взгляд, идеальный. Он отличался от своих сородичей, их было там 6 или 7 в помете, и он выделялся среди них, он был такой статный. Он и в весе был гораздо больше их. Он прожил у меня полгода, но ввиду того, что в нашем регионе Иркутской области от имбридинга прям отмахиваются, да вы чё, да вы как, да не-не-не-не-не, мы, естественно, его продавать не стали. Потому что говорить, что он имбридинговый, у нас бы его никто не взял, а соврать и сказать, что он у нас не имбридинговый, ну это не есть хорошо. Врать нехорошо, и мы в принципе таким не занимаемся, и поэтому пришлось убрать его на мясо. Хотя сейчас я об этом жалею, пообщавшись с ребятами, да, с профессионалами, они мне сказали зря, надо было продолжать это все дело. Вот, на этом нужно ни день, ни два, ни год, десятилетия уходят, да, чтобы разбираться, чтобы складывать, как говорится, пазл, что к чему, зачем и почему. Не просто так, что у вас там посадили, кого захотели. Нет, надеюсь, я хоть немножко, да, донес до вас информации, развеял, может быть, ваши сомнения по поводу имбридинга, да. Ну, как я уже сказал в начале, это очень-очень большая тема, и там нужно очень глубоко зарываться в нее, чтобы понять. Когда мне рассказывали, когда я общался, да, с людьми по телефону, они мне рассказывали про вот этот имбридинг и так далее. У меня вот такая вот голова была, потому что очень много информации и такой углубленной. Я половину понял, половину не понял, потому что там уже уходит это все в генетику и так далее и тому подобное. Ну, я надеюсь, хоть немножко своими словами я вам объяснил, что есть имбридинг на самом деле, что это не... Его не стоит бояться, что это что-то такое. Ну и навязывать его я вам, в принципе, тоже не стану. В общем, выбирать вам, будете вы делать имбридинг или не будете. Я сделал, я, в принципе, не пожалел. И вот эта вот самочка, вот эта вот красавица, иди сюда.
Она тоже месяца через 3-4 я ее еще раз сделаю с ней эмбридинг, подсажу к ейоному отцу, закреплю характеристики папины, папа очень хороший, ну и посмотрю, что будет. Обязательно буду держать вас в курсе. В общем, берегите своих кроликов, берегите здоровье кроликов, и все будет круто. Пока-пока.